Всем привет, с меня Данил, и сегодня будем продолжать играть в Stranded Deep. Короче, очень ужасные новости. Давайте сейчас встретим рассвет на вот таком вот фоне. Птички летают, и солнышко встает. Денек начинается. Короче, что я хочу сказать. Я вне записи играл. Сделал еще даже Тенинкрак, не помню. Сделал я его в записи или вне записи. И еще я плыл, наверное, островов 10. Лутался и лутался. Нашел 3 лампы, 3 скотча, филтэнк, пропеллер, карбюратор. Но, ребята, я оплывал абсолютно все острова, которые видел. Я, естественно, запарился. Я несколько раз на паузу ставил и шел отдыхать, потому что я играл, наверное, часа 3. Да если вообще не больше. И все искал этот engine, но все равно не нашел. Так что я немножечко расстроен. Думал, уже у нас будет. И еще я немножечко расширил плот, но он все равно пока выглядит немного уродливо. Сейчас я вам покажу. Он вообще маленький и не очень такой привлекательный, так скажем. Но еще я не лутал обломки вон те. И, наверное, сейчас мы с вами этим займемся. Но для начала, кстати, после этого большого лутания у меня очень мало хп. Так что задыхаться мне никак нельзя будет. И акулы не должны меня будут жрать. Давайте мы с вами хотя бы чуть-чуть плот модифицируем. Хотя бы вообще капельку. Не, ну 3 лампы это, конечно, много. Тем более то, что лампы это довольно-таки редкие. Но скотч, по-моему, еще реже. Вот я вообще, когда лутался, я уже не радовался ни лампам, ни скотчам, ни молоткам, ни топорам, когда их находил. Потому что мне нужен был engine. У меня, потому что, когда я уже был на последнем там острове, у меня уже абсолютно все, что можно найти, было. Где поставить платформу, как вы думаете? Да давайте вот тут вот. Ну так, на чем я там остановился? Уже забыл. Когда я был на последнем острове, меня уже никакой просто лут не радовал. Потому что я этого добра столько набрал. Посмотрите. Начиная вот от этого ящика, вот это вот все то, что я принес с собой. Представьте себе, какое огромное количество. Ну ладно, хоры болтать, давайте что ли возьмем топор, да пойдем, наверное, нырять. И, кстати, что очень интересно, я до сих пор не нашел эйртенка. Как-то это, мне кажется, странно, потому что обычно эйртенк бывает даже он самый первый попадается. Кстати, не знаю, что вот этим с плотом делать. Предлагайте идеи в комментариях, что с этим плотом делать, потому что мне с ним нечего делать. Вон у меня стоит клевый плотик. Видимо, под водой еще хромает. Думаю, еще не время плыть. Давайте вылезем лучше из воды, а то сейчас привлечем еще акул, и они нам запорят все плавание. Кстати, можно будет взять и лампу, в принципе, с собой. Давайте, кстати, заодно и проверим. Нет, думаю, лучше будет взять фонарик. Фонарик лучше. Думаю, будет освещать, потому что вот смотрите, какой у него радиус. А лампа вот просто вот где-то вот так вот. Вот эта вот белая точечка, вот так вот где-то у нее контур. То есть с лампой, я думаю, будет не очень более светло. Так. Что я хотел? Камушки. Так, да блин, что же я хотел? Поесть и попить, точняк. И, кстати, надо было убить акулу, потому что с едой у меня уже небольшие проблемки. Ну, у меня, в принципе, есть этот кабанчик.
Но я нож оставил на каком-то острове, потому что мне не хватало места для ящика. Как раз таки с лампой, скотчем и топором. Короче, ценный лут. Вот сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Раз, два, три. Раз, два, три. А скотч, вы знаете, и лампа. Это самый такой редкий лут в этой версии. Так, кстати, можно... Давайте сейчас быстренько съедим баночку бобов. Где-то она у меня была тут. Где-то была тут... А вот она. Вот бобы. Давайте быстренько съедим их. И пойдем лутаться. Пока что, пока у меня есть бобы, но их, я думаю, немного. Так, все. Пойдет, сейчас побежим, быстренько сохранимся и идем лутаться. Куда я вообще? Слушайте, а вот, все, нашел. Блин, какой-то я рассеянный. О! Надеюсь, мы там найдем engine. И наконец-то скрафтим этот долбанный мотор, который я уже лет 200, блин, не могу сделать. Потому что, ну, его крафт очень дорогой, признайте. Мотор, пропеллер, фьюл-тэнк, карбюратор, скотч, веревка и палка. Но веревка и палка это не трудно. Вообще их любой как бы найдет. Ай да нырнем. Молоток. Блин, лайнфиш. Вот! Так, подышим. Кожа. Блин. Ну, отстой. Промокула. Ну, конечно. Как же акуле не приплыть, когда я лутаюсь? Стоп, еще ящик. Ящик, который просто здесь лежит и бездельничает. Почему бы нам его не забрать? Мистер Ящик. Блин, ну там акула, я не собираюсь лезть второй раз. Потому что это акула меня немножечко, думаю, может покушать. Да блин, я его никак не могу взять. Ну там может быть двигатель этот, который мне сейчас очень нужен. Поднимись. Блин, главное, чтобы сейчас меня акула просто не перекинула. Потому что будет неприятно. Еще у меня не везде, блин, этот волк стоит. Блин, ну не знаю, что делать. Давайте как-нибудь попытаемся плот поставить, чтобы он как-то можно было удобнее как-то это сделать. Вот. Как-то вот так вот. Спрыгнем затем вот сюда. Блин. Слушайте, ну мне вообще не везет. Короче, я уезжаю от этого корабля расстроенный. Опять-таки, я ничего не... Я не нашел этого, блин, долбаного. Вот игра, ну прошу, дай мне этот engine. Мне нужен. Кто меня укусил? Крабик. Ну еще 2 ящика, но мне это радости не приносит. Мне нужен двигатель. А не эти, блин, ящики бесполезные. Ну раз уж у меня так много скотча, можно, в принципе, сделать спирган. Давайте сейчас замутим. У меня, в принципе, абсолютно все для него имеется. Давайте мы с вами морфин. Нет, артынку мне, кстати, не понадобится. Вот морфин мне совершенно не понадобится, и это. Так, топорик возьмем. Фонарик, кстати, можно тоже. Пока на время выбросить. Слушай, давайте мы с вами еще оббежим вокруг острова, потому что я уверен, это не все.
Я думаю, здесь есть еще какой-нибудь лутец. Где-нибудь близко там, около берега желательно, потому что и вообще на берегу, кстати, хотелось бы. Это вот место, я и не помню. Я его лутал? Конечно, лутал. Это святое дело. А там есть ящик? Я не вижу. Меня отсюда не видно. По-моему, нету. Ой, да все равно там 100% опять-таки нету этого engine. Кто? Краб? Конечно. Так, давайте мы сейчас сорвем это Small Pine Tree. Маленькое пайновое дерево. По нему не скажется, что оно маленькое. Я бы сказала, это среднячок такой. Вот это вот большое. Все, спирган готов. Вот реально, столько времени. И, кстати, может быть, нам хватит для второго... Нет, ну это вряд ли прямо. Но я не знаю, вот если нам повезет, то мы найдем все-таки этот engine и сделаем мотор. А вот что мне делать с вот этим вот оставшимся скотчем? Вот смотрите, вот один мне потребуется на мотор, если мы его сделаем. Но что мне с ним делать? Спирган, из чего он неуязвим, вот. И снизу написано Tool. Стоп, погодите. Раньше же писали какой? Неуязвимый. Ну вот, видите, вот смотрите, вот топора прочность написана. Здесь не написано, он неуязвимый. Его невозможно ни сломать, там, ни повредить, ничего. Вот он просто будет у вас вечно, пока вы не начнете новую игру. Давайте мы с вами, знаете что? Займемся охотой на акулу. Так, иди сюда, листики. Так, где-то еще. А вот. Все, выпадает только 6. Берись. Хоп. Давайте мы с вами, знаете, как поступим? Немного будем делать стрел для спиргана. Вот сделаем 4, а все остальное будем использовать копья. Слушайте, а может быть мне только копья использовать? Что, да хорошая идея. Сейчас быстренько вот это вот срублю. Что вы вот это вот париться над этой веревкой? Если я могу просто скрафтить себе копий. 10 штук нужно на акулу. Но у меня будет 12. Потому что, вы знаете, какой я косой. Особенно в Strange Deep. В реальности я тоже такой. Косой. Так. Копья. 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 Так, короче, давайте... Копья. Копья. Копий. Копья. Так, еще. 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 И все. Все, у меня 12 копий. Так, давайте мы с вами сейчас оседлаем наш плотик и поплывем на тот корабль. Там мы встретили с вами акулу. Когда выныривали. Я краем глаза заметил плавник акулы. Ой, как-то я боюсь тут забаговаться. Вот, все, залезли на крышу. Ждем акулу. Кстати, а сколько времени? Поздно пришли. Надо раньше выходить на охоту на акулу. Нужно выходить, как только в воде начинает светлеть. То есть с 9 до, думаю, часов 5, думаю. Как-то так. Ну, этот корабль теперь полностью пустой. Он просто вот здесь вот будет стоять. Не знаю даже, что делать. Вообще. Не знаю. Вот. Первый промах. Но ничего. Мы взяли. Копье обратно.
вообще где она? Вот я не могу понять, где она проплывает. Нужно вообще сначала, чтобы убить акулу, понять ее траекторию. Вот. Первое. Можно, кстати, даже и убить ее, а потом на следующее утро уже забрать. То есть, если будет 3. Нет. Промазали. 4, вот, попали. Промах. Но сейчас мне нельзя промахиваться. 2 промаха. Попал. Попал. Круто. Попал. Так, вон она. Надеюсь, вам видно. Не знаю, видно вам ее. Ну, вон она. Попал. Так. Так. Есть. Сколько там? 2 попадания, она, по-моему, сдохнет. Или 1. Не знаю. Она меня облапошила. Я думала, она тут выплывет. Но она меня облапошила, ребята. Облапошивательница. Вон она. Все. Мы ее с вами победили. Так, теперь, значит, седлаем наш плот. Я смогу вообще... Так, берем и тащим. Фуф. Все, мы ее вытащили, ребятки. Так, теперь нужно вернуться быстренько за плотом. Так. Все, залазим. Все. Мы с вами победили акулу. Теперь у нас будет пир сегодня. В этой серии. Не сегодня, а в этой серии. Будет у нас пир. Сейчас мы с вами разрежем эту акулку. Покоптим ее как следует. И будем кушать. Так, кстати, что там у меня? Так, нормально. Ну все, ребятки, пошлите, сейчас я быстренько скрафчу ножик. Так, сейчас я быстренько вот это вот срублю. Так, юка у меня, по-моему, была. Одна веревочка. Где? Где-то тут же была. Где-то же я ее делал. Ну ладно, есть у меня где-то тут в ящиках веревка. Да, вот веревочка. Ну, и, разумеется, нам нужен Stone Tool. Делаем его и крафтим ножик. Так, все, у нас есть с вами ножик, ребята. Так, теперь давайте выбросим все эти копья. И, кстати, я всего 1 раз промахнулся. Это хорошо. Или 2. Точно не помню. А вот, где оставил. Возьмем. Ладно, пошлите. Сейчас быстренько мы ее распорим. Освеживаем. Освежевать ее сейчас будем. Так, конечно, сейчас у нас будет 3 кожи. Потом 3 больших мяска. Режем. Еще кусок. Неплохо. Еще мы, кстати, порежем тех 2 крабов и кабана дорежем, потому что я с него уже кожу брала, а мясо в нем все еще осталось. Все. Акулу мы с вами распилили. Теперь у нас акулы больше. У меня солнечный удар. Просто отлично. Бежим в тенек.
Так, все, теперь у меня по показателям все хорошо. Сейчас мы, короче, это. Давайте мы, кстати, быстренько нарубим немножечко палок. Давайте срубим. Кстати, ребят, я вам еще кое-что не рассказал. Когда я плавал вне записи, со мной приключение одно случилось. Я потерялся. Да, я потерялся. Я был на одном из островов и поставил там случайно метку на дом. А на всех остальных я ставил. И я на первый попавшийся остров приплыл и думал, ну это 100% не мой. Как-то я не узнал, естественно, свой остров. Но как только я подплыл поближе, я увидел то, что у меня там стоит плотик, и это мой домик. Так, где-то у меня тут был Кинлинг. Где он? Где он? Блин, я его в темноте это не найду. Стоп, я где-то торч видел. Вот я бежал к этому ящику и увидел где-то... Вот он. Так, где? Так, где мой Кинлинг? Где мой Кинлинг? Да блин, да мясо сейчас испортится. А, вот. Чего? Где-то я его тут видел. Вот он. Берем и разжигаем. Сейчас я быстренько мышку сломаю, закликаю. Ой. Все, шикарно. Костерчик горит. Достаем мяско. Готовим. Готовить начинаем. Мяско. Да блин, да впихнись. Задолбала. Это мяско. Так, мы, кстати, еще не закончили. Это еще не все. У нас будет огромный склад мяса. Маленького, большого и среднего. Сейчас мы разрежем борло. Толстого кабанчика такого. Черный, кстати, он. Напоминает мне Шмона. Кота. Котенка. Может, он котенок. Так, сейчас мы быстренько дорежем этого краба. И запихнем все это мясо в коптильную и, наверное, ляжем спать. Так, это мясо тоже выбросим, чтобы по 100 раз не открывать свой инвентарь. Вот так вот. Надеюсь, кстати, мясо прожарится, если оно будет лежать друг на друге. Очень сильно надеюсь, потому что тогда просто пожарится, не знаю, кусочка 2-3, а все остальное мясо просто протухнет. Так, ну все, огонек хорошо горит. У нас, кстати, есть 3 шкурки, которые мы сейчас быстренько побежим в Тенинкраку и переработаем в чистую кожу. Стоп. Давайте вот так вот сделаем фляжечку. Так, кожу мы где-нибудь тут бросим. И фляжечку наполним до верха, чтобы у нас был большой запас воды. То есть, вот смотрите, в этой фляжке 3 воды. В кокосе 1. И здесь еще 5. То есть, в сумме получается у нас 9. Ну ладно, давайте немножечко посидим около кострица или сразу пойдем спать. Давайте, я предлагаю поспать сразу. Ой, спокойной ночи, костер. Пишите, ребят, хотите ли вы, чтобы я сделал обзор на обновление другое там. Не помню особо какой там версии. Smoked. Так, все мяско готово. И сразу жрем большое, потому что я голодный. Кстати, ХП что-то не хочет восстанавливаться. Не понимаю, почему она не хочет восстанавливаться. Я вроде бы как бы отдыхаю, ем как бы. Пытаюсь не получать особо урона. Может, из-за крабов? Не знаю. Короче, будь что будет. Восстановится, так восстановится. Не восстановится, так не восстановится. Но желательно, конечно, чтобы восстановилось. Потому что, как бы, если будет очень мало хп, тогда, наверное, даже плавать будет нежелательно. Так, а вот этот ящик мы с вами полностью забьем мясом.
и положим его куда-нибудь сюда. Вот смотрите, полный ящик мяса. Два вот таких вот прожаренных огромных мяса, средних два копченых, то есть копченых, и два маленьких копченых. Очень неплохо, кстати. Так, костер нужно тушить с пустыми руками. О, ну серия уже 25 минут идет. Ну толком мы с вами ничего не сделали. Нашли только пару ящиков, но это... Слушайте, может быть, мне построить домик в следующей серии, конечно же, потому что, во-первых, сейчас мне придется плавать на другой остров, потому что, ну, свой как бы хочется жить в красоте, вот, ну, просто голый остров, ну, некрасиво выглядит, вот просто вот эти вот ненужные никому огромные сосны, которые рубить нельзя. Ну, текстуры они, кстати, являются. И, кстати, еще в них можно заглянуть. Я такой баг обнаружил. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Вот, в них можно заглянуть. Как вы видите, они просто ужасно огромные. Можно и вниз, по-моему, как-то заглянуть. Вот, сейчас я вот попробую. Ну, вот, получалось же у меня. Ну, вот вы видите то, что там краюшек, ну, видно. А ну-ка, может, это их прокатит? Вот. Вот, там видно. Ну, как бы внутри... А ну-ка. А вот у меня появился вопрос. А сквозь пальму я могу посмотреть? И сквозь пальму могу посмотреть. Короче... Стоп! 5 хп! Все-таки у меня хп восстанавливается. Давайте еще воды попьем. У меня хп все-таки восстанавливается. Стоп! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Стоп, стоп, стоп. Раз. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Погодите. У меня в инвентаре, что ли, места нету? Блин, придется ножик выбросить и взять 3 кожи. Вот. Раз, два, 3. И смотрите, чего мы сейчас с вами забацаем. Я думаю, вы понимаете, что я хочу сделать. Да, я хочу сделать именно эти мощные, примощные копья. И смотрите, у меня их целых 7 штук этих мощных копий. То есть, смотрите, если краба убивает с одного удара острым камнем, то это копье ему, я не знаю просто какую боль приносит. Вот смотрите. Он просто перевернулся брюшком кверху. Если у крабов вообще, кстати, есть брюшко. Короче, на следующей серии, наверное, устроим охоту на акул именно из этих копий. Потому что для акулы нужно из этих копий попасть всего-то 5 раз. А в кабана, кстати, 2. У меня, по-моему, где-то на этом острове была змея. По-моему. По идее, если есть кабан, то должна быть и змея. Ну вот не точно это. Не могу прямо 100% вам сказать, то, что у меня тут где-то обитает змея. Ну, должна обитать. Ну ладно, давайте просто в тупую крабов наловим. Парочку. Ну, думаю, парочку крабиков нам хватит. Блин, ну вот если бы у меня были еще камни, я бы, наверное, сделал 8 копье, потому что вот, еще целая одна кожа. Тут показалось, нож это кожа. Ну ладно, ребят, давайте мы с вами закончим. Я, наверное, еще немного вне записи поиграю. Ну, с вами был Данил, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!